Всем привет, это Ксю, я рада приветствовать тебя в этом видео. Я решила записать туториал вот к такому милому цветочку, который вяжется очень легко, но посмотрите, как он симпатично выглядит. Этот ролик первый в таком формате у меня, я экспериментирую, пробую, поэтому буду рада твоей поддержке в виде подписки, лайка и комментария. А сам туториал достаточно медленный, потому что он рассчитан на супер новичков. Но если ты знаешь, как вяжутся базовые столбики, но тебе интересна сама схема вязания этого цветочка, то ты можешь смело ставить этот ролик на скорость 1,5 или даже 2. Что ж, я не буду томить, давайте начинать. Чтобы связать такой милый цветочек из 6 лепестков, нам понадобится всего лишь 2 основных вида петелек для вязания. Это столбик без накида и столбик с одним накидом. Начинать мы будем с кольца амигуруми. В данном случае я вяжу крючком номер 3 и использую пряжу хлопок. Маленький лайфхак. На каждой упаковке пряжи должна быть вот такая подсказочка. Это для того, как стирать, как можно ли гладить, можно ли сушить или нет. И есть такая маленькая подсказочка здесь, какие спицы или какой крючок нужно выбирать именно для этой пряжи. Здесь же написано спица или крючок от 2,5 до 3,5 мм. Начинаем мы с кольца амигуруми. Мы берем нашу рабочую нить, то есть вот у нас кончик, влево идет наш клубочек. Мы берем кончик, кладем его на ладошку. Теперь рабочей нитью мы обхватываем наши 3 пальчика и делаем вот такой нахлест. Получается крестик. Теперь мы вводим наш крючок под образовавшееся колечко и вытягиваем. Получается вот такая вот петелька нерегулируемая. Можно захватить вот это перекрестие, чтобы у нас никуда не уходила наша рабочая нить. Теперь мы просто провязываем вот так вот первую петельку и рабочую нить подтягиваем. Подтягиваем до конца, придерживая наше колечко. Отлично. Теперь нам нужно провязать с вами по этому кольцу 6 столбиков без накида. Как мы это делаем? Вот у нас уже есть рабочая петля, скажем так. Мы вводим крючок под колечко, прямо вместе вот с этими 2 ниточками. Ничего страшного, этот хвостик мы потом вытянем. Завели под. Теперь любым способом можно над крючком вытянуть. Можно вытягивать под крючком, то есть когда у вас рабочая петелька под вашим крючком. Мне же удобнее всегда как бы наматывать на крючок. Вытянули. У нас получилось вот такие 2 петельки. Всегда для удобства подтягивайте рабочую нить, берите поближе. Образовалось 2 петельки, и теперь мы должны рабочую нить вот таким же способом пропустить через 2 образовавшиеся петельки. Отлично, первый столбик без накида у нас есть. Для удобства я подтяну вот этот кончик, сделав тем самым наше кольцо чуть поменьше, чтобы мне было удобнее держать его вот здесь, например. То есть я просунула 2 пальчика в кольцо, у меня есть натяжение вот здесь, и я смогу провязывать спокойно свои столбики без накида. Нам осталось 5, 1 мы уже сделали. Два. 3.
4, 5 и последний делаем 6. Отлично. 6 столбиков без накида. Теперь нам нужно сделать из этого колечко. Это и будет сердцевина нашего цветочка. Что мы делаем? Мы просто берем кончик от нашего кольца и тянем. Вот такая красота у нас получилась. Теперь нам нужно замкнуть этот круг. Что мы делаем? Мы находим первую петельку, то есть первая, вот она у нас косыночка, так называемая. Да, у нас петельки образовали вот такие косыночки. Нам нужно найти самую первую. Вот она. Мы вводим под эту самую первую косыночку наш крючок. И здесь делаем соединительный столбик. Опять же, рабочую нить. Выводим, как у нас это было. Но теперь мы не провязываем рабочую нить сквозь эти две, а мы продолжаем вот эту петельку вдевать в нашу рабочую. Вот таким образом. Отлично. Наше кольцо мы с вами провязали, начало положено. В данном случае у нас эти 6 петелек, это и есть 6 лепесточков. Для этого мы начинаем как? Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Отлично. Это и будет наш столбик с накидом. Но это воздушные петли, они как бы у нас заменяют в данном случае второй столбик с накидом именно в цветочке. То есть вот смотрите, какой принцип. Здесь мы делаем 3 столбика с накидом, провязываем. Между ними мы будем провязывать обычные воздушные петельки. Так как мы начинаем, то, что сейчас мы провязали, набрали 3 воздушные петли, это серединка, это вот это средний столбик с накидом. Теперь делаем столбик с накидом и будем провязывать его именно в ту же петельку, которая у нас образовалась. То есть мы не будем в каждую поочередно. Мы будем провязывать 3 столбика с накидом в одну петлю. То есть делаем накид. Теперь заводим, вот он, под эту же петельку. Выводим рабочую нить. Теперь провязываем сначала вот эти 2. То есть проводим рабочую нить в первые 2 образовавшиеся петельки. И теперь снова проводим рабочую нить, но уже во вторые 2 образовавшиеся петельки. Отлично. Провязали. Получается как будто бы 2 столбика с накидом. 3 мы провязывать не будем, потому что он будет у нас вот здесь в конце. Теперь формируем лепесточек. Мы для этого набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично. Теперь нам нужно вот в эту, в следующую петелечку снова провязать столбик с накидом. Делаем накид и заводим, да, под нашу косыночку, выводим рабочую нить. Образовалось такие 3 петельки. Мы
Рабочую нить сначала проводим через 2 петельки, затем опять же рабочую нить через вторые 2 петельки. Отлично. Вот снова столбик с накидом провязали. Теперь нам нужно провязать еще 2 столбика с накидом, и мы провязываем в эту же петельку. То есть у нас уже образовалась дырочка, вот вы видите, прям стол просвечивает, и нам нужно туда же сейчас провязать еще 2 столбика с накидом. То есть накид вводим туда же, выводим рабочую нить, провязываем сначала первые 2, затем в остальные 2. И отлично еще. Снова набираем 6 воздушных петель. Формируем второй лепесточек. И то же самое, 3 столбика с накидом, но уже опять в следующую новую нетронутую косыночку. Не забывайте, что столбики с накидом, все 3 столбика с накидом, вы провязываете в одну и ту же косыночку, то есть в одну и ту же петельку. Вот у нас получается, вот формируются лепесточки. Вот эти арочки, это и есть наши лепесточки. Так мы провязываем до конца ряда. Я буду провязывать, вы можете оставаться со мной. Комментировать я уже здесь не буду. Когда вы провязали все 5 петелек и провязали в них в каждую по 3 столбика с накидом, вот смотрите, что у нас получается. Мы можем посчитать. 1, 2, 3, 4, 5. У нас 5 лепестков. Нам нужно закончить вот здесь, сюда. 3 столбика с накидом у нас уже провязаны. Мы делаем снова 6 воздушных петель. И помните, да, я говорила, что мы будем провязывать еще 1 столбик с накидом, потому что у нас, вот, если здесь 3, то здесь 2, нам не хватает 3. Вот мы провязываем. Провязываем вот в эту, под эту петельку, где у нас было соединение. Теперь нам нужно с вами соединить. Мы делаем соединительную петлю в 3-ю петельку нашего самого первого столбика. То есть вот здесь 1, 2, 3. Мы вводим в эту 3-ю косыночку. То есть у вас должно быть на крючке сверху
2 ниточки сверху. Так как я затягиваю, достаточно тяжеловато может идти крючок, так как у меня очень плотное вязание. И не провязываем рабочую нить, а продолжаем вводить уже образовавшуюся петельку. Вот и все. Первый ряд мы закончили. Проверяем, все ли мы правильно с вами провязали. То есть у нас здесь вот 3 столбика с накидом получается. Здесь везде по 3. И должно быть 6 образовавшихся арочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично. Теперь второй и он же заключительный ряд для этого цветочка. Что мы делаем? Мы с вами делаем одну воздушную петлю подъема. Теперь по какому принципу мы будем провязывать вот эти лепесточки? Мы с вами, вот видите, здесь образовалась, если сверху смотреть, вот здесь вот она, петелька. Здесь, можно сказать, дырочка, в которую как раз таки вводят обычно. Но мы будем с вами одну пропускать. То есть та, которая идет перед аркой, мы ее пропускаем, мы ее не провязываем вообще никак. Сейчас мы с вами начали ряд с того, что провязали одну воздушную петлю. Теперь заводим крючок под арочку и делаем столбик без накида. Провязали, отлично. Теперь делаем накид. Снова заводим под арку, протягиваем рабочую нить. И здесь мы вяжем с вами полустолбик с накидом. Что это значит? Вы делаете накид как для столбика с накидом, но вы провязываете рабочую нить сразу по 3, сразу в 3 образовавшиеся петельки. Вот так. И теперь так у нас будет начинаться и заканчиваться провязывание арки. То есть мы всегда будем вязать столбик без накида, полустолбик с накидом. Затем у нас идет 7 столбиков с накидом под арку. То есть провязываем под аркой, как вот сейчас я показала. Затем мы будем провязывать на убывающую, то есть будем провязывать столбик, полустолбик с накидом и столбик с накидом. Давайте вместе. Сейчас у нас идет 7 столбиков с накидом. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. И 7 последний. 7. Теперь, как я говорила ранее, на убывающую. Заканчиваем лепесточек, провязываем полустолбик с накидом, то есть делаем накид, но провязываем сразу все 3 образовавшиеся петельки на крючке. Можно рабочую нить чуть подтянуть, чтобы петелька, вот самая нижняя, она подтянулась, была чуть короче. И провязываем столбик без накида. Отлично, первый лепесточек мы с вами закончили. Как делаем дальше? Смотрите, у нас здесь с вами 3 столбика с накидом. И получается, между столбиками у нас есть 2 вот такие, 2 таких места, 2 такие дырочки для провязывания. Мы с вами провязываем столбик без накида только в первую
которая сразу идет после нашего лепестка. И как я говорила ранее, вот эту, которая идет перед лепесточком, мы будем пропускать. Мы никак ее не провязываем и начинаем заново. Провязываем под аркой столбик без накида. Теперь провязываем полустолбик с накидом. Затем снова идет 7 столбиков с накидом. Провязываем. Всегда заводим рабочую нить под арку. Провязали. Теперь снова полустолбик с накидом. Подтягиваем. И столбик просто без накида. Тоже можно подтянуть. 2 лепесточка уже готовы. Снова провязываем столбик с накидом только между первыми 2 столбиками, то есть в петельку, которая идет после нашего лепесточка. Следующий, второй, мы пропускаем. По этому принципу мы должны провязать с вами все лепесточки. Остается полустолбик с накидом. И последний столбик с накидом в моем последнем лепесточке. Подтягиваем. Теперь как мы соединяем это все? Мы с вами должны вот сюда также в первую, вот между вот этими столбиками, вот она, вот эта вот петелька, мы провязываем сюда, провязываем с вами столбик без накида, подтягиваем, чтобы у нас сильно не торчало, и в следующую, которую обычно мы пропускали, но здесь мы с вами провязываем соединительную петлю, то есть продеваем, вытягиваем рабочую нить, и вытягиваем сразу сюда. Вот у нас получается лепесточек. По сути, я как заканчиваю? Я провязываю воздушную петлю, но стараюсь затянуть по максимуму ниточку и хвостик небольшой обрезаем. Теперь мы просто вытягиваем вот эту петельку
Ее еще раз тянем, как бы затягиваем. И хвостики теперь можно иголочкой будет прятать в самом вязании. Если распарить и распрямить, получается такой миленький цветочек. Ну вот и все, наш мастер-класс подошел к концу. У меня на вязание такого одного цветочка уходит 9 минут, я засекала. Мне нравится, что можно их между собой провязывать или в дальнейшем сшивать, когда навяжешь кучу всего. И, возможно, это будет какой-то топ, или, может быть, кофта, или, может быть, сумка. В общем, здесь вариантов очень много. Напиши, все ли тебе было понятно, будешь ли ты пробовать. И мне также интересно, сколько у тебя занимает по времени вязание вот такого одного цветочка. На этом у меня все. Пока-пока.